Слушай, вот начать хочу с новости, которая прилетела только что. Газета.ру, государственное издание, на минуточку опубликовала вот это вот, я даже не знаю, как это назвать, вот эти вот бредни. Сеймур Херш, это американский журналист, если кому-то интересно, заявил, что летом и осенью Европу ждет катастрофа. У них не будет достаточного количества газа, чтобы поддерживать жителей своих стран в тепле, не только в Германии, но и в Западной Европе. Якобы сказал журналист в интервью Russia Today. То есть посыл такой: зимой не замерзнет, может хоть летом околеет, понимаешь? А летом все равно мы вас заморозим. Это «Россия без будущего». С вами ватник и русофоб. Меня зовут Александр Ромаренков, Андрей Кузичкин. По ту сторону границы экрана. И мы начинаем. Андрюш, ну вот почему я начал с этого сообщения? Мы действительно как-то вот просто зрителям надо сказать, не договариваясь вообще о сегодняшней теме, пришли к общему знаменателю, что пора уже, наверное, и об этом поговорить, потому что то, что творится вообще в головах русских людей, и не только обычных россиян, но и россиян, занимающих какие-то серьезные посты, у журналистов. Только что пропагандистов вам зачитал статью из серьезного издания. Это какой-то сумасшедший дом уже напоминает. Не, ну, Саш, рыба-то гниет с головы, а что ты хочешь? А потом уже все остальное. Я, конечно, потому что тоже просто в чудовищном изумлении. Не, ну наша власть никогда особой культурой речи-то не отличалась. Помним мы там про дедушку, которая была бы бабушкой или наоборот, да, начиная еще смочить в сортире и все прочее, все эти шутки ниже плинтуса. Но то, что было позволено первому лицу, оно как бы вот проглатывалось и принималось. А сейчас это, похоже, какой-то просто, вирус, разрушающий все на свете. И деградация какая-то интеллектуальная, она просто на глазах происходит. То ли люди на самом деле с ума сошли, то ли просто выслуживаются перед властью и хотят друг друга перещеголять в разных ругательствах, обзывательствах. Уже Димон Медведев-то он уже давным-давно ведь зажигает. Но теперь вот это все кругами как-то по воде пошло. И опять же, да, вот о чем ты говорил. Я тоже эту, конечно, новость прочитал, но просто в диком изумлении. Но внушают постоянно россиянам, что да, катастрофа неизбежна только в Европе. Видимо, я так понимаю, что какие-то конвульсии дикие. Ситуация в России, видимо, ухудшается настолько, что все время требуется какая-то все более ожесточенная риторика с рассказами о том, как Европа гибнет, а Америка вот разваливается уже просто на ходу. Ну, ты же читал, наверное, тоже Патрушев, умнейший когда-то был человек, все-таки глава Федеральной службы безопасности, директора. Вот что он такое несет, что Россия 2 раза уже Америку спасала от гибели, а теперь не будет. Ну, волосы дыбом просто уже шкалу... Давай это прям зачитаем. Я буквально... Ну да, зачитай, конечно. Телеграм, прям процитирую. Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала самих США, минимум дважды. Во время войны, я не знаю, во время войны за независимость, гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать штатам сохранять свою целостность нецелесообразно. Мне слушай, я когда прочитал... Патрушев говорит, напомни, что это Патрушев говорит, да. Что это не какой-нибудь там журналист колхозной газеты, да. Секретарь Совета Безопасности, бывший директор ФСБ, который своего сыночка подсадил, правда, в кресло министра сельского хозяйства. Вот, то есть он как бы свои такие житейские решил проблемы. Сейчас отказывается решать проблемы Америки. Я думаю, если бы до американцев донесли, они были бы в полном недоумении. Тем более события 19 века обсуждаются. Но это было бы на самом деле смешно, если бы не было так грустно. Ведь эти же люди стоят возле первого лица государства, а который ручку-то может протянуть к красной кнопочке, и вот с такими бреднями, которые они высказывают в голове, а мало ли что они ему насоветуют. Тебе не страшно, что такие люди вами управляют? Слава богу, уже не мной. Да меня больше пугает другое. Это те люди, которые нами управляют. Я хотя бы, знаешь, какую-то вот мысль допускаю, что они все-таки играют на публику в большей степени, пытаясь угодить великому кормчему. Ты знаешь, у нас всю жизнь, испокон веков, русская народная забава, да, кто глубже лизнет. Понятно кому и понятно где. То есть, если, в общем, царь не отличается умом и сообразительностью на данном этапе, временном отрезке, несет, у нас же Владимир Владимирович несет периодически такую ахинею, там вспоминаем, что Украину-то Ленин придумал, оказывается.
Поэтому, ну, тут о чем говорить. Меня пугает, что люди, которые живут вокруг меня, мои соседи, мои там друзья, знакомые, мои одноклассники, люди, с которыми я там встречаю, просто хожу по одним улицам, где мои дети, кстати, играют. Езжу там в одном транспорте, что вот эти люди все воспринимают, считают, что это нормально, но, видимо, они сами такие же, и огромное количество людей, ну, действительно, вот как сошли с ума. Ты смотришь, ну, да что с людьми происходит-то? Ну, когда-то, знаешь, я вот люблю очень рассказывать эту историю, когда-то много-много-много лет назад, лет 10 назад, в курилке там на работе какая-то женщина, начитавшись желтых газет, мне рассказала одну историю, что вот так вот и так вычитала в какой-то газете, где-то в местах общего скопления ставят разного рода излучатели, которые, значит, воздействуют на психику людей, и люди постепенно сходят с ума. Действует, правда, не на всех, действует вот на 2% людей она не действует, а вот на всех остальных действует. Там на рынках, в метро, где-то еще. Я тогда над ней посмеялся. Андрей, я сегодня уже думаю, что, блин, а похоже, она правду говорила, потому что я не могу объяснить вот этого всего того, что происходит. У меня не хватает рационального мышления, у меня не хватает образования. Да, для того, чтобы их понять, наверное, надо на какой-то их уровень опуститься. Маша Шукшина, ты слышал, что Маша Шукшина недавно выдала? Конечно, конечно. Ну вот, борец, значит, антиваксер, борец с прививками. А теперь что она такое говорит? Что уже ракеты американские «Хаймарсы» наводятся, значит, на людей, которые были вакцинированы, потому что, видимо, вместе с вакцинами вводили чипы. И, значит, бьют поэтому по россиянам. А то, что украинцы вообще-то тоже вакцинировались активно, и как, наверное, и в голову не пришло, что почему ракета тогда именно бьет по россиянам, вакцинированным и чипированным, не по украинцам. То есть, ну какой-то сущий бред. Ты знаешь, это называю вирусом дебилизма. И он заразный. Потому что в психиатрии вообще-то есть такое понятие индуцированная шизофрения. Ну, я когда-то в своей юности студенческой работал 2 лета санитаром в психиатрической больнице. Я на такое насмотрелся, на всякое разное. И на самом деле, ведь многие врачи-психиатры, которые по 10, по 20 лет работают, они тоже страдали всей вялотекущей шизофренией. Они набирали с этого своих пациентов. Ну вот, понимаешь, но это все-таки речь о каких-то таких профессиональных специализированных группах. А народ-то, что происходит? Ну ладно, я понимаю, что да, такая бытовая культура у нас всегда была очень низкая. Пушкина и Некрасова далеко не каждый человек читал, хотя мы были самая читающая нация в мире. И поэтому легко же повелись, когда вот все это рухнуло в 90-е годы. Как раз стали популярны все эти погони за привидениями, барабашками, тогда экстрасенсорика родилась. Кстати, сегодня буквально читаю, что резко возросла популярность и спрос у россиян на курсы астрологии, экстрасенсорики и все прочее. Может быть, таким образом народ просто от проблем убегает? Прямо сейчас открыл это сообщение, хотел его как раз зачитать, да, тоже размещал. Ну, зачитай, буквально процитируй. Вырос спрос на эзотерику и астрологию. Трафик на онлайн-площадках, предлагающих обучение мистическим техникам, в январе-марте 23-го вырос в 24 раза по сравнению с аналогичным периодом года. В 24, не в 4. Да, в 24, то есть это караул, это на 250%, ребята. Ну, то есть люди из реального мира теперь пытаются спрятаться в потустороннем мире при жизни уже. Видимо, получается так, что это ужас, страх какой-то. Паника. Это же было всегда. У нас же люди, действительно, они пытаются, когда они не могут найти ответы какие-то, которые они не могут найти на интересующие их вопросы, они действительно всегда ходили к гадалкам и так далее, но потому что люди в первую очередь ищут не ответы, а они скорее ищут тот ответ, который человеку понравится. Я тоже приводил много раз этот пример. Тут, когда там сидит, жалуется мне знакомый, говорит, что-то мне с женщинами не везет. 1, 2, 3, 4, 5 от меня ушла, что-то, наверное, на мне. И да, и вот я сходил к экстрасенсу, он сказал, наверное, на мне порча какая-то. Я вот сижу на него, смотрю, слушай, ну если тебе 1, 2, 3, 5 ушла, может с тобой что-то не так. Потом начинаем разбираться, он, оказывается, гуляет, попадался там неоднократно с бабами, а он, оказывается, пьет, а он, оказывается, зарабатывает 3 копейки, его это абсолютно устраивает, а он, оказывается, дома с дивана не встает, оказывается, жене совершенно не помогает, а еще когда подопьет и под молотки ее пускает, что так, вот, блин, понимаешь, ну скажи ему, что, слушай, братан, ну ты по себе покопайся, ему это не понравится. А вот когда он придет к этому эзотерику, к этому шаману, магу, колдуну, и тот ему скажет,
Порча. Ну, конечно. Ну да, порча. проще на внешние проблемы переключиться, конечно, чем себя исправлять. Но видишь, здесь речь все-таки не о каких-то бытовых вещах идет, а вот о массовом помешательстве, например, на оккультизме. Ведь все это повязано так или иначе с какими-то оккультными науками, то есть вера в магию, все колдовство и прочее. Тебе не кажется, что при этом тогда православная церковь проигрывает? А почему раньше в годину бедствий все шли в православную церковь, а теперь все ударились в экстрасенсорику и астрологию, которая как раз супротив православия, а не наоборот? Тебе не кажется, что это кризис православной церкви? Я вообще считаю, что у нас сегодня уже не православная церковь, то, что мы видим, да, в России, это какое-то антиправославие, потому что они сами к этому подталкивают. Ведь за последний год мы какой ахинеи только не услышали. Я человек крещеный. Я, может быть, не все там священные книги читал, но какие-то базовые все равно читал. Да, где-то что-то. Я не могу сказать, что я прям вот настолько глубоко в теме, настолько глубоко в этом разбираюсь. Но мне всегда казалось, да, что Господь моей православной веры, в которую меня когда-то крестили, Он учил любить, Он учил прощать, да. А то, что я вижу, что делает сегодня русская православная церковь в последний год. Люди, которые и агитируют там убивать, освещают там оружие, но это пусть останется на их совесть. Но это они первые начали изобретать и произносить вот эти вот слова «десатанизация». То есть, оказывается, там уже мы против сатаны, русская армия бьется. Вот, поэтому, и причем в церкви ее очень и очень много стало. Просто ты-то уехал давненько, еще они уже тогда присутствовали в большом количестве в жизни обычных граждан, там, мирян, или как это там правильно называется по канонам, да, ну, в миру. Но сегодня они везде, куда ни плюнь, они везде, плюс там куча каких-то православных. Благословляют мобилизованных, да. Мобилизованных благословляют на смертный бой. Свою частную военную кампанию собиралась РПЦ создавать, об этом тоже ходили разговоры, а священнослужители, которые напротив выступают за мир, их лишают сана, их гонят из церкви. Ну а чего тогда удивляться, что у нас уже черт знает кому. Ну, то есть и наступает разочарование, видимо, у людей наступает разочарование, если они пытаются теперь, да, свой дух укреплять, именно окунаясь в купель греховную, оккультных наук, как бы сказали православные священники. Но получается, что вы проиграли битву за народ. Надо тогда честно признаться в этом. Церкви выпадало много испытаний, она всегда из них сумела как-то выйти. Вот, знаешь, мне самое страшное, что меня просто угнетает крайне. Да, мы сейчас вот загнали народ в такую ситуацию, когда они бросились опять к астрологам, к бабкам-гадалкам. А, кстати, обрати внимание, что на государственных телеканалах-то ведь все чаще и чаще тоже обращаются там к Павлу Глобе, еще кому-то, я не знаю, всех этого сонма предсказателей. А вопрос-то один. А когда война с Украиной закончится? А когда, значит, да, а чем война с Украиной закончится? Когда все это закончится? Прям бесконечно эти прогнозы идут. Ну, там, конечно, они все предсказывают победу России, безусловную. Но самое главное, получается, что не к экспертам уже и политологам обращаются, а опять к бабкам и к гадалкам. Так вот, ведь это же все не так безобидно. Потому что война-то закончится на самом деле рано или поздно. А вот этот психоз этот массовый останется. Что с этим-то потом делать? Тебе не страшно? Как это потом исправлять? Или вдруг люди в один день проснутся и протрезвеют. И скажут, да, что значит оказался наш отец не отцом, а сукою. И все будет нормально. Или тебе не кажется так? На самом деле я не просто знаю, что в один день они не проснутся и не протрезвеют. Я сам лично столкнулся в свое время, снимал большой материал, есть в интернете. А была такая секта Веснина в городе Оренбурге. Я делал большой фильм по этому поводу. Мы поехали в Оренбург. Чем знаменит вот этот вот товарищ? Он был какой-то гениальный психиатр, действительно гениальный мужик, гениальный психиатр. Ну, как и все гении, он такой непризнанный гений, у которого самого там кукушка периодически улетала куда-то в район Юпитера. Ну, вот, и он хотел, естественно, власти. Вот его не признали его. Он там какие-то методики разработал свои собственные, которые считались там прорывными, но они были такие на грани опасными, в общем. И врачи, сообщество психиатров, в общем, не приняло, его вытолкали из этого сообщества. Грубо говоря, остался парень на улице, непонятым. И вот тогда он решил сколотить, значит, просто доказать
доказать всем, что он может, что он крутой. И вот он сколотил что-то вроде секты, а на самом деле он вел над людьми там психиатрические эксперименты, самые настоящие, там с несколькими своими помощниками. И в конце концов, причем там что только не делали, там алкоголь, там сексуальные оргии, это все было, естественно, как в любой секте. То есть он проверял людей на прочность, ему было интересно за ними, за всеми понаблюдать. Они туда детей собственных втягивали, вот во всю эту вакханалию. Их накрыли. Но в конце концов выяснилось, что туда что-то несколько тысяч человек входило, причем огромное количество людей вот в этой секте состояло. Это были состоявшиеся люди, успешные бизнесмены, чиновники, люди, которые занимали серьезные большие должности. Почему его долго так не могли арестовать? Потому что у него постоянно его кто-то покрывал, там пол Оренбургской области в эту секту было втянуто, и в конце концов, каким-то чудом, вот он, кстати, выйти должен был, по-моему, в прошлом году, его посадили, но, по-моему, уже вышел. И я встречался с этими людьми, я разговаривал с сотрудниками спецслужб, которые тоже работали с этими людьми. И действительно с психологами, с психиатрами, с профессиональными говорили, что, да и сами люди признавались, участники вот этого всего, что нам из этого выходить долгие-долгие годы и работать там со специалистами. Многие действительно в психушку упекли, потому что крыша совсем поехала. Я к чему вспомнил эту историю, знаешь, мне периодически тоже, в порядке бреда, конечно же, но мне иногда кажется, что вот какой-то вот такой психиатрический эксперимент со всеми нами вот на каком-то там большом серьезном уровне проводят, если так пофантазировать. Ну а что, если один психиатр мог пол Оренбурга втянуть вот в такой блудняк, собери там 100 психиатров, вот таких, подключи там весь административный ресурс, телеканалы и делай с людьми все, что хочешь. Но я пытаюсь понять, что происходит с моими соотечественниками, я не понимаю никак, с ума сойти. Нет, ты, наверное, помнишь, ведь тоже эти истории все в Южной Америке, в Гаяне, там массовые самоубийства, а в России тоже закапывались все староверы, живьем сами, с детьми, женщинами, приносили себя в жертву. То есть это на самом деле, вот, видимо, многое зависит, конечно, кто руководит этими людьми. Вот эта вот опасность погружения в такой психический транс, я бы сказал, тут психиатрия еще ключи к этому не подобрала, как потом людей из этого состояния выводить. Это, конечно, страшно. Но ты знаешь, самое удивительное, вот ты рассказываешь о своих соотечественниках, а у меня же есть примеры иного рода. В той же самой Эстонии, например, живет 25% почти что русских, да, это достаточно много, это почти 300 тысяч человек на 1 300 000 жителей Эстонии. И ты знаешь, ведь среди них очень много тех людей, которые слушают только российские телеканалы, беспрекословно верят во всем Путину и, конечно же, поддерживают Россию, желают ей победы. Ну ладно, это вот какие-то люди здесь на самом деле. Не будем путать, потому что вот мы сейчас с тобой выступаем как пропагандисты. Не Россию поддерживают, а власти, режим поддерживают, потому что я... Они Россию поддерживают. Это ты, дорогой, как раз со своей колокольни обо всем судишь. Да, конечно, у тебя кто там рядом сидит, они власть поддерживают. А здесь, в Эстонии, люди поддерживают именно Россию, потому что для них Россия, да, это тот резонатор, на который они настраивают себя и свою жизнь, они чувствуют, что живут на оккупированной территории временно и желают, чтобы Россия сюда пришла. Некоторые безумцы совершенно ролики такие записывают и зовут: Путин, Россия, приди, нас освободи. Понимаешь? Именно о России речь. Но слушай, ну ладно, это на самом деле люди, которые не выучили за 30 лет эстонский язык, не получили паспортов эстонских, чувствуют себя тут ущемленными, дискриминированными. Но есть и другие случаи. Опять вот в Германии обыски проходят у супружеской пары из России, они там 100 лет в Германии уже живут, а тем не менее собирают деньги, значит, для поддержки специальной военной операции в Украине. Организуют митинги, всякие марши в поддержку России. И у меня знакомая есть, которая 12 лет не живет в России, работает в различных зарубежных компаниях. И она мне, значит, накануне зимы пишет, что вот я прочитала, в Люксембурге люди идут в российское представительство греться, потому что, значит, замерзают в своих квартирах. Я пишу: Оля, в Люксембурге сейчас плюс 18. Да, у них такой уровень жизни, они соберутся на Мальту, пойдут греться. А она мне парирует: а я все равно в это верю.
Понимаешь? И вот когда Скобеева рассказывает, что в Лондоне уже всех белок переловили в парках. Ну, ладно, когда в Москве в это верят, но в Лондоне верят тоже те русские местные, которые живут. Тут у меня есть объяснение, почему они в это верят, потому что я тоже общаюсь очень много с иностранцами. У меня вот есть один, например, один модератор, он в Канаде живет, хотя тоже русский, но он там уже 25 лет живет в Канаде, и он уже тоже немножечко, ну не совсем русский, я имею в виду по менталитету, то есть он уже больше канадцем стал. А просто там, да, вот в нормальных цивилизованных странах, там принято действительно верить средствам массовой информации, потому что там вообще невозможно допустить, что средства массовой информации, особенно официальные, серьезные, государственные, да, могут врать. Причем нагло врать. Да, могут ошибиться, да, могут там поджинсить, это немножко приврать за деньги, да. Ну, любое средство информации, когда оно работает по политике, в политических целях, когда используется, все равно там оно какую-то линию гнет, но... Но вот чтобы настолько нагло, а мало того, средства массовой информации, я не думаю, что ни один американец, я думаю, ни один эстонец не может там представить, что там чиновник уровня там министра, там, ладно, министра там, или президента, уровня губернатора там может соврать по телевизору, да, а у нас и покруче, ребята просто брешут. Ну да, в этом проблема. Они за свой базар не отвечают. То есть они за свой базар не отвечают. Одно дело, что у людей критичное мышление отсутствует, а другое дело, что просто наша власть придержащая за базар не отвечает. И когда Путин начинает жалеть французских пенсионеров, потому что их власть обидела, и, значит, пенсионную реформу жесткую провела, на 2 года пенсионный возраст повысили, и он почему-то даже не упомянул о том, что вообще-то он сам повысил на 5 лет пенсионный возраст для мужиков. И у нас 65 лет это не 65 лет во Франции, потому что у нас до этого возраста половина мужиков не доживает до пенсии. Во Франции там 80 лет продолжительность жизни они доживут до пенсии, еще и дальше продолжат. Поэтому, конечно, это все очень странно выглядит, а люди опять слушают, раскрыв рот. Ну вот, потому что, да, видимо, авторитет, влияние, а самое главное, что они теперь чувствуют, что им все позволено. Потому что, да, о чем ты говорил сейчас, на Западе политик совравший, если его поймали за руку, такого пинка поддадут. Да, правительство в отставку уходит. За малейшую там, вон, Борис Джонсон, он соврал что-то там про вечеринку замутил во время ковида и неправду сказал, что ее не было. Все. И нету Джонсона, нету правительства. Ну, то есть это легко совершенно все происходит. А у нас могут врать 3 короба, сколько хочешь, и народ все это слушает. Ну, правда, кто-то лапшу на уши надевает и слушает Путина. Помнишь, да, сюжет был. Мужик слушал, но с лапшой на ушах. Там же, видишь, опять же, вот в чем феномен Путина, в том, что он действительно довел Россию до нищеты, и подавляющее большинство россиян, у них просто нет другого развлечения, кроме телевизора. Причем и телевизор-то полноценный они себе не могут позволить. Я вот сейчас, вот скоро начинается летний сезон, я сделал вывод такой, когда я там вернулся из Москвы, и первое лето пожил на даче, у нас там 210 домов, постоянно люди живут полгода, то есть с мая по... Единственное развлечение, действительно, вечером там, посмотреть телевизор можно, как я, повесить спутниковую антенну. Но для подавляющего большинства моих односельчан это дорого, она стоит денег, там, порядка, на ваши деньги, там, 50 евро в год надо заплатить. Не хотят люди платить. Интернета там нет, потому что это Россия. И у нас же, в общем, несмотря на то, что у меня поселок 12 километров от Екатеринбурга всего, но вот не дотянули до сих пор интернет в 2023 году до туда. И даже вышки нет, даже мобильный интернет не работает. И все, что остается человеку, нищему, бедному, вот единственный способ развлечения. Скобеев, Соловьева, да, свет в окошке. 20 путинских каналах, на которых Скобеева, Соловьев и иже с ними. А когда ты начинаешь, вот как мне сказал в свое время парень, в армии мы служили, и как-то у нас там Меладзе тогда только-только появился, и ребятам он очень нравился, а мне и вот моему коллеге, сержанту, мы терпеть не могли этого Меладзе. И вдруг, когда у него был день рождения, однажды, а он был коптерщиком, в коптерке все время у него ребята тусовались, и он включать давай этого Меладзе, я говорю, ты же его терпеть не мог. Он говорит, ты знаешь, не мог. Но когда он каждый день пел у меня в коптерке на протяжении полугода, сука, привык. Начал, понимаешь? Привык. Поэтому что, ребят, у вас есть пока выбор, YouTube не отключили. Не надо смотреть российские пропагандистские каналы, смотрите нас с Сашей, и вы узнаете правду.
Да они на ютубе-то ничего не найдут, но я думаю, продолжим эту тему в следующем выпуске. Уже выплыли за хронометраж. Это «Россия без будущего». Это был Андрей Кузичкин, я, Александр Романенко. Совместный проект АРУ ТВ и реальной журналистики. Увидимся, услышимся очень скоро. Пока-пока. Всем пока и всего доброго.